Смерть танка как вида предрекали десятилетиями. Говорили, что в эпоху высокотехнологичных ракет и дешевых дронов эти многотонные стальные монстры станут просто братскими могилами. Но 2026 год доказывает обратное. Мы стоим на пороге самой масштабной революции в истории бронетехники. Вы увидите танк, который весит на 10 тонн меньше предшественника, но он защищен намного лучше, чем когда-либо прежде. Мы заглянем внутрь секретного царь-мангала и узнаем, почему российские экипажи жалуются на свои собственные гаражи на гусеницах. Почему Британия ставит под угрозу обязательства перед НАТО, имея всего 148 танков на всю страну, и как Южная Корея незаметно захватывает европейский рынок оружия. И какая невероятная находка внутри музейного танка чуть не привела к взрыву прямо во время реставрации. А меня зовут Даша, и я много лет работала в секретном КБ, но такого невероятного будущего современной бронетехники тогда никто не мог предсказать. Давайте представим себе многотонную стальную крепость, обычный классический танк. И вот экипаж прямо в полевых условиях наращивает на него несколько тонн железных решеток и также листов, и это называется мангалы. И идея тут просто, чтобы танк выжил под ударами с воздуха от дронов. Танк идет в бой, и всего через каких-либо 10 километров его коробка передач просто разваливается на куски, и она просто физически не выдерживает веса собственной защиты. Эпоха тяжелых стальных монстров убивает сама себя прямо сейчас на наших глазах. Это абсолютно исторический сдвиг. Если изучить стопку свежих военно-технических отчетов, то вырисовывается совершенно иная картина. Совсем не та, что обычно показывают на экранах телевизоров и также на парадных пресс-релизах. Но этот кризис назревал очень давно, и именно угроза с воздуха стала фатальным катализатором. Массовое появление беспилотников просто сломало традиционный подход к обороне. И вся эта история с царь-мангалами на базе танков Т-72 или Т-80 – это попытка решить высокотехнологичную проблему кустарными методами. Экипажи пытаются создать над машинами панцирь от дронов, но танк – это замкнутая система с очень жесткими допусками. Коробка передач изначально рассчитана на 40 с лишним тонн, и она умирает после установки такого панциря буквально за один марш-бросок. Также горят и электроприводы в башнях. Это как попытка играть в джангу. Башня уже шатается, но ты сверху кладешь еще кирпичик, и тогда точно все уже рушится. Физика процесса тут предельно безжалостна. Башня классического танка, она идеально сбалансирована на своем погоне. Когда на нее несимметрично наваливают тонны железа, центр тяжести у нее смещается. Электродвигатели поворота башни просто не справляются с этими асимметричными рычагами силы. Они перегреваются, сгорают, и танк превращается просто в неподвижный дот. И к тому же из-за нехватки ремонтного фонда мы видим системный каннибализм. На старые корпуса танков Т-72А 70-х годов ставят башни уже подбитых, но более новых Т-72Б, пытаясь собрать из двух мертвых танков всего лишь один живой. Старая парадигма «давайте добавим больше стали» достигла своего физического предела. И на этом фоне Украина получает от немецкого концерна Rheinmetall новейшие системы Skyranger 35. И это суперсовременная зенитная башня, которая сбивает дроны программируемыми боеприпасами HEAD. Эту шикарную башню ставят на шасси древнего танка «Леопард-1». Но зачем же ставить элитную дорогостоящую систему ПВО на шасси, броня которого сейчас пробивается чуть ли не из крупнокалиберного пулемета? Потому что тактика применения важнее толщины брони. Система ПВО не ходит в лобовые атаки. Ее задача прикрывать колонны из-за линии фронта. А корпус «Леопарда-1» дает отличную проходимость. У него гусеничная база и также огромный внутренний объем для всей этой сложной системы электроники. И по сути его используют как просто хороший тягач. Ну а сами боеприпасы HEAD решают проблему дронов чисто математически. Снаряд вылетает из ствола, и его взрыватель программируется индукционной катушкой прямо на дульном срезе. И он точно знает дистанцию до дрона и подрывается за несколько метров до цели, выбрасывая облако из 152 вольфрамовых цилиндров. Дрон на полной скорости влетает в стену из шрапнели. Когда мы понимаем, что добавление брони буквально ломает танк, инженерам нужно начинать с чистого листа. Именно к этому выводу и пришли американцы. И глядя на кризис избыточного веса танков, они пошли на радикальные шаги в программе М1Е3 Абрамс. Последние модификации Абрамса подошли к отметке почти 80 тонн. И это просто физический предел танков. Инфраструктура просто не вытянет эти многотонные машины. Мостоукладчики ломаются, эвакуационные машины не могут вытащить такую массу из грязи. И Пентагон поставил ультиматум. Новый танк должен похудеть минимум на 10 тонн. И пришлось менять всю архитектуру. Инженеры переходят на необитаемые башни. И это такой небольшой привет проекту «Армата». Экипаж сокращается до 3 человек, и они все сидят плечом к плечу в специальной защищенной бронекапсуле глубоко в корпусе машины.
И это намного меньше объем, который нужно бронировать, меньше масса самой брони. Вместо 4-го члена экипажа, получается, ставит автомат заряжания. А двигатель – это дизельный электрический гибрид от Caterpillar. Это культурный шок для военных. Это будто пересесть с механики на гибридный Prius. Только у этого Приуса будет 120-миллиметровая пушка на крыше. Но аналогия с Приусом здесь очень уместна, особенно в плане тишины. Старая газотурбинная установка Абрамса – это просто прорва, которая пожирает топливо даже на холостом ходу. Но главное, гибрид дает экономию топлива до 50%. Ну а самое главное – это режим бесшумного хода. Танк может занять позицию, выключить дизель и часами работать от батареи, питая все сканеры, радары и системы активной защиты. И никакого рева двигателя, и никакого огромного теплового пятна. Он становится, по сути, невидимым снайпером. Ну а теперь на крыше стоит отдельная 30-миллиметровая пушка и система активной защиты Iron Fist. Но и меня в этой истории с новым Абрамсом поражает даже не железо, а то, как его создают. Тут нет ни одного неповоротливого генподрядчика. Модель Team of Teams. Это консорциум. Миссию взяли от Sabre не капсулы от Rush, а кресла от Riccar. Они собирают танк из лучших решений на рынке, и это как конструктор Лего. Первые прототипы М1Е3 поедут уже на испытания в пустыню этой осенью. Ну и контраст особенно режет глаз, когда ты переключаешься на Европу. Там ситуация выглядит как бюрократический кошмар. Британская программа Challenger отстает где-то на 2-3 года, и в итоге их флот сокращается всего до 148 машин. Это критически мало для полноценной дивизии. Но большинство старых корпусов Challenger 2 настолько изношены, что металл у них просто устал. А франко-германский проект застрял намертво и был отложен до 40-х годов. Страны просто не могут договориться о базовой концепции. Франции нужен более легкий танк для их экспедиционных операций в Африке, а Германии сверхтяжелый танк для прорыва в Европе. Ну а из-за доктринальных споров проект вязнет в комиссиях. И на этом фоне расцветают совершенно другие игроки. Турция запускает серийное производство Altai T1 и готовится ставить туда свои собственные дизельные двигатели V12, чтобы обойти санкции. И настоящий шок на рынке вызывает Южная Корея со своим танком К2 Black Panther. Польша закупает у них 180 машин с локализацией производства, ну а Марокко присматривается к 400 единицам этой техники. Южная Корея становится военным Amazon Prime в мире бронетехники, и они не могут поставить свои сотни танков прямо сейчас, потому что их сборочные линии никогда не останавливались, ведь страна технически все еще в состоянии войны. И они предлагают горячие производственные линии, быструю доставку и готовность отдать технологии. Ну а поляки покупают не просто танки, они покупают целые заводы. Ну а самое важное в этих новостях – это то, что произвести или купить танк – это дело 10% успеха. Настоящая война выигрывается в цехах технического обслуживания. И логистика становится главным оружием. Это как бизнес-модель принтера и картриджа, и танк здесь выступает принтером. Ты можешь купить лучший принтер в мире, но если для заправки картриджа или починки валика тебе нужно отправлять его в другой континент, то твоя работа встанет, и это станет очень невыгодным. Газотурбинные двигатели от Абрамсов раньше требовали отправку обратно в Алабаму, и это было целое логистическое плечо длиной в океан и несколько месяцев. И поэтому соглашение с Honeywell о создании ремонтного хаба в польском Деблине – это событие стратегического масштаба. Польша превращается в гигантский логистический хаб Европы. И даже производство наталкивается на суровую реальность, ведь завод Rheinmetall по сборке БМП Linz в Украине требует строжайших мер безопасности и глубокой фортификации бетонных бункеров и собственного ПВО. И это все нужно для того, чтобы его не уничтожили первой же ракетой. Этот фактор порождает любопытный тренд на гражданском рынке. Инженеры пытаются дать военным ту гибкость, которую им так не хватает. Канадская компания Рошель превращает обычный внедорожник Хлов в броневик стандарта Станак-2 всего за 2 часа путем замены дверей и лобового стекла. И после этого машина начинает выдерживать очередь бронебойными пулями и подрыв 6-килограммовых мин. Это как купить базовый смартфон и перед походом в горы защелкнуть на нем тяжелый противоударный чехол. Потом ты возвращаешься в город, снял чехол, и экономия моторесурса колоссальная. И в мирное время не нужно сжечь трансмиссию тяжелых броневиков во время рутинных патрулирований.
Слушая про все эти передовые решения, гибридные двигатели, модульную броню, перегруженные трансмиссии, начинает казаться, что мы живем в эпоху абсолютно уникальных проблем. Но все новое — это хорошо забытое старое, и оказывается, инженеры прошлого сталкивались ровно с теми же головными болями. Взять хотя бы недавние реставрационные работы в британском танковом музее Бовингтона. Это просто блестящая иллюстрация того, что боль прототипирования вечна, а они восстанавливают редчайший предсерийный прототип King Tiger второй версии 1943 года. И реставраторы столкнулись с феноменом ручной подгонки. Там тормозные пластины левого и правого бортов оказались асимметричными. Мастера вручную вытачивали детали для сборки конкретной машины. И команда консорциума, которая сейчас собирает новый гибридный Абрамс, наверняка бы с пониманием пожал руку тем немецким инженерам из 1943 года. И также реставраторы столкнулись с невероятно крепким герметиком, который еле отмыли спустя 80 лет. King Tiger весил почти 70 тонн, а в Европе того времени практически не было мостов, способных выдерживать такую массу. И единственный способ перебраться через реку — это было ехать по дну. И инженерам пришлось разрабатывать невероятно стойкие составы, чтобы этот стальной монстр не утонул. Также, кстати, на этом прототипе оказалась оригинальная пушка, что при реставрации бывает крайне редко. Ну а в другом танке «Панцирь-3» во время техобслуживания за панелью приборов нашли боевой неразорвавшийся снаряд 80-летний патрон, представляете, от пулемета МГ-34. И машина десятилетиями ездила по выставкам с живым боеприпасом внутри. Ну а самым трогательным моментом стала история США. Ветеран морской пехоты опознал свой танк «Шерман» не по серийному номеру, а по шрамам на корпусе, шрамам от кустарной деревянной брони. Морпехи на Тихом океане сталкивались с японскими магнитными минами, которые пехота лепила прямо на броню. Штатной защиты не было, и они набивали на борта толстые доски с прослойкой из бетона. Все потому, что дерево не магнитится. Это прямая историческая параллель с современными мангалами против дронов. Экипаж всегда будет использовать подручные средства, когда военная машина противостоит новым угрозам. Если свести все эти новости воедино, то мы увидим четкую траекторию эволюции. Мы движемся от эпохи механической грубой силы к эпохе программно определяемых платформ. Танк перестает быть просто тяжелой пушкой на гусеницах, закрытой сталью. Теперь это узел связи, охотник за дронами, гибридная электростанция, которая опирается на распределенные сети технического обслуживания. Мы реально видим смерть классического стального монолита. Танки худеют, они обзаводятся искусственным интеллектом, переходят на модульные концепции, учатся выживать в мире, где главная угроза всегда стоит сверху. И самое удивительное — ответы на вопросы завтрашнего дня мы часто находим в инженерных ошибках и решениях прошлого века. Вся эта эволюция приводит нас к одному очень парадоксальному и даже радикальному вопросу. Если экстраполировать развитие систем активной защиты, таких как Iron Fix, представляете, что радары станут еще быстрее, а кинетические перехватчики заменятся боевыми лазерами с неограниченным боекомплектом. Эти лазеры будут сжигать любую угрозу в микросекундах на подлете. И тогда пропадет фундаментальная потребность в тяжелой пассивной броне. Зачем тебе 80 тонн стали, если ни один снаряд или дрон физически не может докоснуться корпуса? И к 50-му году концепция танка может мутировать в сверхлегкие и невероятные быстрые багги. Экипаж сидит в капсуле из углепластика, а вокруг машин работает невидимое, но абсолютно непобедимое силовое поле из лазеров и датчиков. И танк будущего вообще может не иметь традиционной брони. Ну и вернемся к нашей начальной метафоре. Рыцарь будущего просто выбросит свои тяжелые стальные доспехи, потому что ни один меч или стрела больше до него никогда не долетят. Инженерия не стоит на месте, и те парадигмы, которые казались незыблемыми десятилетиями, могут рухнуть всего за пару лет.